Народ, всем привет! Итак, продолжаем нашей серии познавательных видео про знакомство с софтом, блокоуправление и EcoMaster Black. Немножко резюмирую, о чем мы говорили в прошлом видео. Все датчики я условно поделил на две основные группы. Обязательные, без которых блок управления просто работать не сможет, или, попросту говоря, система управления двигателем работать не сможет, и дополнительные, или все остальные, если хотите, которые вы можете устанавливать по своему желанию, по мере необходимости или по мере возможности. Так вот, продолжаем. И на очереди сейчас у нас пойдет речь о еще одном датчике, который можно отнести именно к обязательным датчикам. Это так называемый MAP Sensor Manifold Absolute Pressure, или по-русски это датчик абсолютного давления. Как правило, он измеряет абсолютное давление во впускном коллекторе. Давайте договоримся на одном, что это один из тоже самых важных датчиков в системе управления нашего двигателя, так как при помощи него считается нагрузка, мощность и количество поступающего воздуха в двигатель. А отсюда уже и мощность, и количество топлива, и так далее. Вот опять открываем наше меню, заходим во вкладку Map Baro. Открываем Parameters. Сразу хочу отметить то, что EcoMaster Black оснащены внутренним датчиком абсолютного давления, встроенным. То есть не нужен какой-то внешний. В принципе, можно использовать его родной встроенный, достаточно лишь просто будет при помощи вакуумных трубок соединить впускной коллектор с блоком управления. С одной точки зрения это достаточно удобно, так как тебе не нужно покупать внешний датчик абсолютного давления, MAP Sensor. Откроем вкладку Help и посмотрим. Если бы мы использовали внешний датчик абсолютного давления, то подключался бы он примерно как-то вот так вот. От клеммы B34, а это у нас опорное напряжение, подавалось бы плюс 5 вольт на наш MAP Sensor, потом заземлялся он бы, скорее всего, на терминал, на клемму B29, а это заземление, на какой-то из аналоговых вводов, которые мы можем, в принципе, выбирать как нам. Вот из этого списка, видите, B4, B17, B30, B31, B35, B37. На любой из этих, получается, мы можем завести сигнал от нашего внешнего MAP сенсора. А если мы используем внутренний встроенный MAP сенсор, то у нас как бы остается один из аналоговых входов свободен. В абсолютном диапазоне встроенный MAP сенсор в блоке управления измеряет до 400 килопаскалей или до 300 килопаскалей буста. А вообще 100 килопаскалей это 1 бар. В абсолютном диапазоне это получается 4 бара, а если относительно атмосферного давления, то это будет именно 3 бара. С непривычки можно запутаться, но на самом деле с этим достаточно легко разобраться. Когда мы хотим использовать внутренний MAP сенсор, достаточно просто поставить в соответствующей графе вот здесь это галочку. Build Map in Offset, то есть это, грубо говоря, калибровочное значение, которое нужно будет указать, значит, для того, чтобы наш встроенный MAP сенсор работал правильно. Если мы, допустим, не используем встроенный MAP сенсор, то нам нужно будет указать аналоговый вход, который мы будем использовать для сигнала от внешнего MAP сенсора. Но так как мы используем встроенный MAP сенсор, то, естественно, никакого входа прописывать не надо, так как он нам не нужен. Enable Digital Filter Input. Опять-таки для MAP сенсора это довольно-таки интересная субстанция. Честно скажу, сам до конца не разобрался, но это можно сделать только когда уже делается настройка. То есть, когда мы уже первый раз завели двигатель, ты вот как-то с этими параметрами со всеми играешь. Еще такой параметр, как баросенсор. Что такое баросенсор? Опять вернемся к тому, с чего мы начали. Грубо говоря, смотрите, наверняка вы слышали про такую конфигурацию, как многодроссельный впуск, когда на каждый цилиндр идет по своему дросселю и по своей индивидуальной дудке. Забор воздуха прямо из атмосферы. Никакого впускного коллектора при этом, естественно, нету. Нужно знать, какое у нас давление
снаружи находится. Представим, что если мы находимся, допустим, в условиях равнины, у нас давление в абсолютном значении где-то в районе 1 бара. Если мы поднимемся, допустим, высоко в горы, то там давление уже будет меньше. Чтобы вот это значение барометрическое можно было видеть, наш MAP-сенсор можно использовать как датчик, ну не знаю, если хотите, это датчик давления там, в миллиметрах ртутного столба, если он так будет понятнее. Блок управления просто будет знать, какое у нас давление за бортом, а количество поступающего воздуха будет определяться положением дроссельной заслонки. Как бы достаточно простая схема, и это само собой только не трубовый конфиг. То есть используется барометрическое давление и положение дроссельной заслонки. И так определяется нагрузка. И в данном случае, если мы используем такую конфигурацию, то мы просто указываем, что вот можем указать, что use internal, то есть использовать внутренний, встроенный MAP-сенсора, как бародатчик, датчик барометрического давления, либо можно использовать наружный. Мы не будем использовать данную конфигурацию. Просто указываем, что do not use, ну, не использовать. Дальше идут калибровки. Соответственно, вот, если у нас идет калибровочный график, наподобие того, что температуры, давление и тому подобное. Все на самом деле мы можем спокойно менять. Допустим, там 173 килопаскалям у нас соответствует не 3,27, а 3,3. Стоит отметить, что вот этот график, это все-таки больше актуально для внешнего MAP-сенсора. Так как у нас встроенный MAP-сенсор, у него вот эти все калибровки уже все зашиты, и нам вот этим всем заморачиваться абсолютно нет смысла. С еще одним обязательным датчиком мы ознакомились, мы не разобрались, мы вообще, поверьте мне, еще только-только с этим соприкоснулись. Двигаемся дальше. Все вот, скажем так, обязательные датчики, фактически мы уже разобрались. Давайте теперь начнем говорить про не самые, скажем так, обязательные группы датчиков. И начнем мы, наверное, с датчиков давления. Вот у нас есть вкладка Pressure. Pressure – это, запомните, давление. Прежде всего у нас есть так называемый Sensor Wizard, так же как температуры впускного воздуха и датчик охлаждающей жидкости. То есть там тоже все начиналось с Sensor Wizard. Прежде чем мы откроем Sensor Wizard, давайте пройдемся по основным датчикам, скажем так, предустановленным датчикам, которые предлагает нам данный конкретный софт. То есть AC Pressure Sensor Input. То есть AC это Air Conditioner, и напротив него окошко выбора входного сигнала. Есть 6 аналоговых входов, которые мы можем привязать. Либо, если у нас есть CAN-шина, там есть несколько свободных каналов, вот каким каналом можно, допустим, привязать. Всего у CAN-шины здесь запускается 8 каналов, которые можно привязать к данному параметру. Дальше Back Pressure Input – это какое-то обратное давление чего-то там, какой-то там среды. Coolant Pressure Input также можно привязать его. Coolant, ну, это датчик давления охлаждающей жидкости. Потом Crankcase Pressure Sensor Input – это у нас, ну, грубо говоря, картер давления картерных газов. Иногда этот параметр тоже необходимо. Потом Different Pressure Sensor Input – это разница давления. Допустим, если у вас какой-то там сложный фильтрующий элемент, допустим, там воздушный либо топливный, вам важно знать, какой перепад на фильтре, чтобы знать, не забился ли он. Тогда вы меряете, соответственно, давление до фильтра и после фильтра и смотрите, чтобы это значение там не выходило за предел. Fuel Pressure Sensor Input. На самом деле, если сильно раздуваете свой двигатель, давление топлива, конечно, лучше контролировать. Потом Oil Pressure Sensor Input. Как только мы заводим двигатель, пока масло холодное, давление у нас вот такое, грубо говоря. В процессе работы двигатель нагревается, а вязкость масла, естественно, падает, и давление тоже падает. Если у вас давление упадет ниже вот этого предела, и тогда смазка двигателя будет неэффективная. То есть, скажем так, у вас есть риск получить масляное голодание. Масло не будет справляться со своими функциями, а это прежде всего снижение трения, охлаждение двигателя, и тогда есть риск повредить двигатель. Если вы используете систему сухого картера, то там вот давление контролируется гораздо, скажем так, серьезнее и более пристально, потому что там есть высокопроизводительный насос высокого давления, многосекционный, как правило. И там вот это давление
контролируется более пристально, внимательно. Проблемы с давлением там более, скажем так, критичны. Oil Pressure Switch. Ну, грубо говоря, это как обычное реле. То есть, если у нас давление там выше минимального значения, то у нас просто контакт замыкается, сухой контакт наш замыкается, и блок управления видит, что система маслоподачи у нас здоровая, маслоголодания двигателя у нас не будет и тому подобное. Это все основные, скажем так, предустановленные и предлагаемые всевозможных датчиков давления, которые можно использовать. Теперь заходим в наш сенсор Wizard. Вообще Wizard слово такое волшебник. В данном случае это ни о каком волшебстве не идет. Просто есть уже предустановленные калибровки, исходя из моделей самых таких распространенных датчиков давления. Bosch, Mini Cooper, CM, User Defined. То есть User Defined это как раз, если предустановленных никаких этих датчиков нету, вы просто выбираете этот параметр. Допустим, у нас Fuel Pressure, датчик давления топливной системы. 0,5 вольта у нас соответствует давлению в 0 бар, а 4,5 то это у нас 7 бар. Диапазон измерения нашего датчика давления от 0 до 7 бар. Да? Допустим, он может быть и 8 бар, пожалуйста, и 9 бар, и 10 бар, в зависимости от того, какой у вас действительно по факту датчик. Напряжение тоже может меняться. Все это исходя из того оборудования, которое мы используем. То же самое. Абсолютно то же самое делается по всем остальным датчикам, то есть предустанавливаем датчики, все те датчики давления, которые мы планируем использовать. То есть это все достаточно просто на данном этапе. Дело в том, что потом при дальнейшей настройке, уже непосредственно настройке на работающем двигателе, все это так или иначе вполне возможно придется как-то корректировать. Переходим к таким же точно не обязательным, но тоже полезным датчикам температуры. Если мы помним, два самых важных датчика температуры — это датчик температуры впускного воздуха и датчик температуры охлаждающей жидкости. А вот все остальные датчики температуры уже, исходя из наших задач, хотелок и целей. Все то же самое, как вот и с датчиками давления. Также прописываем, к какому аналоговому входу мы их привязываем, какие задействуем, какие нет. Все то же самое, но только уже про температуру. При помощи Wizard указываем тип. Что хочу еще отметить, здесь вот тоже видите, указано не 2 точки, а 3. То есть для датчиков температуры всегда используем 3 точки. То есть если график зависимости давления у нас все-таки имеет линейную форму, то вот график параметров датчиков температуры не может быть линейным, поэтому всегда используются 3 точки. Если надо, делаем калибровку уже детальную, точную. Все абсолютно то же самое. Дальше у нас такая группа датчиков, как ASA Sensors. Что это такое? ASA Sensors — это другие датчики, все остальные. То есть, допустим, это у нас датчики положения. К ним относится датчик уровня топлива, то есть Fuel Level Sensor, то есть датчик уровня топлива, Brake Pedal Switch Input, то есть это датчик положения тормоза, то есть тормоз активирован либо не активирован. Также Clutch Pedal Input, датчик включения педали сцепления. В теории можно еще какие-то дополнительные датчики задействовать. Допустим, датчик положения по подвеске, да, допустим, как у вас там работает подвеска, измерять крен вашего автомобиля, допустим, там в районе амортизаторов ставите датчики положения, и за счет этого блок управления видит, в каком положении у вас автомобиль и тому подобное. Тут уже, как говорится, кто на что гораст, и опять-таки, есть ли в этом необходимость. Если есть в этом необходимость, безусловно, это делается. Если нет в этом необходимости, не надо себе заморачивать в голову. Просто нужно знать, что такое есть. Дальше очень такие интересный такой датчик, про который я еще ничего не говорил. VSS и Gearbox. Gearbox — это у нас коробка передач, а VSS — это Vehicle Speed Sensor, датчик скорости автомобиля. Без этого датчик вполне блок управления может управлять нашим двигателем, автомобилем в целом. Грубо говоря, для дрифта он вообще не имеет значения. Для чего же используется датчик скорости? Первое — это для определения скорости движения автомобиля. И второе — это для определения положения передач.
КПП. То есть каким образом? У нас есть еще один, конечно, обязательный датчик. Группа датчиков — это датчики положения распредвала и коленвала, про которых мы еще не говорили, поговорим мы о них в одном из следующих выпусков. Датчик коленвала — это, скажем так, обязательный. Он определяет положение колена, скорость вращения колена и тому подобное. Момент с коленвала передается в коробку передач на первичный вал. С первичного вала выходит на вторичный вал. Как правило, частота вращения вторичного вала у нас отличается от частоты вращения первичного вала, который всегда вращается с частотой вращения коленвала. Устанавливая датчик скорости на вторичный вал нашей коробки передачи и имея датчик коленвала, сравнивая разницу в частоте их вращения, мы можем понять, в каком положении коробка передач у нас сейчас находится. И для этого нам всего лишь нужно указать вот здесь передаточное число, исходя из модели коробки передач. Есть, конечно, способ, когда у нас используется датчик положения КПП, отдельный свой, скажем так, индикатор положения коробки передач. Как правило, это применяется прежде всего на сегментальных коробках передач. Они, как правило, оснащаются такими датчиками. Тогда все гораздо проще, на самом деле, блоку управления не придется считать. Сегментальные коробки передач, они в принципе, там вообще нет варианта, чтобы не было индикатора вот либо такого, либо программно этот индикатор сделать, потому что, ну, ты не знаешь, какая передача у тебя включена, потому что там все включение только вперед, назад. Как ты определишь, какая скорость у тебя? Указываем передаточное число и, ориентируясь на эти передаточные числа, блок управления будет понимать, какая передача у нашей КПП включена. Если у вас также коробка автомат, вы просто включили драйв, нажимаете газ, педаль газа и дальше вам, в принципе, все равно, какая передача у вас включена. Все равно, возможно, вам охота знать, когда у вас идет переключение там, с первой на вторую, со второй на третью и тому подобное. То есть данная индикация никогда не будет лишней. То есть она вычисляется вот именно вот таким вот образом. Также, естественно, указываем предел точности в процентах, потом gear delay в секундах. То есть что это такое? После того, как у нас положение поменялось, вот на вот это вот время, которое мы укажем, блок управления еще будет ждать. А не вернется ли обратно? Может быть, это было ложное значение. И также, если мы используем индикатор положения передач, то есть вот здесь можно его использовать либо по коншине, либо вот один из аналоговых входов. Мы поговорили про датчики обязательные и необязательные. Естественно, мы не поговорили про всех про них, особенно про обязательные, так как я уже вскользь упомянул, что есть еще датчик положения коленвала, распредвала, которые являются жизненно необходимыми, хотя бы один из них. Об этом мы поговорим в одной из следующих наших серий. На сегодня все. Не забудьте поставить лайк, оставить свой отзыв, понравилось ли вам это. И да, не забывайте, вторая часть перевода тренинг-мануала будет по ссылке в описании к этому видео. Качайте, пользуйтесь на здоровье. А на сегодня все. Спасибо за ваши отзывы, лайки. Всем пока.